мире очень много больных людей. Дать денег, облегчить их состояние. Так помогать вредно. Это полное чувственное проживание себя как Богом. Это наркотик. Стоит ли помогать родственникам? Я не рекомендую тебе помогать своему брату. Ты плохо мне помог, мог бы помочь лучше. Нет слабых людей, все люди сильные, и они своими руками все могут сделать. Игорь, вот у меня есть брат, у него не очень хорошая работа, маленькая зарплата и, честно сказать, почти нет перспектив. При этом я искренне хочу ему помочь, перевести его и его семью в Москву, предоставить работу, чтобы он как-то развивался. Как вы думаете, стоит ли так помогать людям и, в частности, своим родственникам? Чувство сыновьего долга или долга брата часто толкает людей на такие мысли. Это иррациональные мысли. В этих мыслях ты как бы ставишь себя в доминативную позицию относительно твоего брата. Вот ты, мол, можешь, и ты, мол, знаешь, как вот надо, а он, мол, не знает. Долгое и длительное пребывание в подобных отношениях полностью меняет отношения в семье и ведет к необратимым последствиям иждивенчества. В результате можно обратить внимание на огромное количество семей, где есть такой патриарх, вот, бизнесмен, предприниматель, неважно, там, человек с большими доходами, который вот там раздает по копеечке всем представителям этого большого родового племени. Так люди жили издревле, но это не очень-то современный способ проживания. Почему? Да потому что каждый, кому патриарх или вот этот вот сильный дает копеечку, он как бы становится в неком смысле заложником пребывания вот в этом круге. Он не может пойти своей дорогой. Он будет пожизненно выполнять установки, которые говорит вот этот сильный человек. Он приучен выполнять их. Поэтому я не рекомендую тебе так помогать своему брату. Игорь, вы когда-то помогали своим родственникам, друзьям, и к чему это привело? Я помогал и не раз. Собственно говоря, все мои вот эти мысли или убеждения, которые я сейчас излагаю, они же не теоретические, они сложились. Я не могу ничего с собой сделать, я помогаю иногда даже там, где не следовало бы помогать. Но когда я был моложе, я не знал об этом. Помогал, и каждый раз потом, по прошествии какого-то времени, когда человек, которому я помогал, говорил мне: «Ты плохо мне помог, мог бы помочь лучше», я испытывал сложные чувства, я не понимал, что происходит. Это потом, много лет спустя, я осознал, что таким образом этот человек, которому я как бы помогал, он выражает мне всю злость того, что я сделал его еще более уязвимым. Но при этом, конечно, существуют мои воспитательные, что ли, устои. Родственникам надо помогать. Поэтому я продолжаю это делать. Каждый раз зная, что кончится это тем, что родственники с большой вероятностью придут и скажут: «Ты плохо помогал». Игорь, вот вам приходит сообщение, например, человек потерял работу, нечем кормить семью, и человек просит помощи у вас какой-то материальной, чтобы просто протянуть месяц до того, как он там найдет работу. Помогаете ли вы таким людям? Я помогаю таким людям, но помогаю так, как я считаю нужным им помогать. То, как они просят сделать, дать денег, это, грубо говоря, облегчить их состояние, чтобы удлинить их страдания, которые им не нравится страдать. Я, как правило, в этом моменте им предлагаю другой сценарий. Прекратить страдания, которые им не нравятся, и отправиться в другие страдания, которые принесут им то, что им будет нравиться. Например, если у человека работа, которая не несет ему желаемое количество денег, я предложу ему сменить работу или прийти к начальнику, попросить повышения. Или, то есть вот такой вот арсенал. Я ни в коем случае не дам ему денег дожить до, как это называется, до получки. Так помогать вредно. Игорь, я несколько раз от вас слышал, что вы помогаете сильным людям и не помогаете слабым. Да. Почему так? И зачем помогать сильным, если они и так сильные? Я ищу формы помощи, которые на единицу моих ресурсов принесут в 100 раз больше результата.
И я выбрал такую форму, что каждого сильного, кому я помогаю, я делаю в 10 раз сильнее, но при условии, что он берет вокруг себя 100 людей и начинает им помогать. То есть я избрал такую форму помощи, которая мультиплицирует мою энергию, мои возможности и запускает как бы такую фрактальную сеть помогателей. Таким образом, сеть людей, сеть сильных людей, которых я приглашаю быть рядом со мной и стать помогателями, и развить свои хабы помощи, да, это гигантская сеть, которая поможет сотням тысяч людей. Есть все-таки люди, которые нуждаются в помощи. Им тоже не нужно помогать. Знаешь, есть люди с очень редкими или там болезнями, у которых нет у них денег самим на лечение. Есть такие моменты. Там я даю денег. Я не могу ничего поделать со своей человеческой природой, когда мне больно. Хотя я понимаю все состояние, что в мире очень много больных людей. И таким образом никто из нас не может сделать существенный вклад в излечение всех людей. Конечно, путь в том, чтобы сделать так, чтобы у нас в целом было другое здоровье, как у людей, и мы меньше болели. Это приведет к тому, что миллионы людей не заболеют. Над этим я неустанно работаю. Игорь, мы выяснили, что помощь слабому делает его жизнь только хуже. А что это дает тому человеку, кто помогает? Делает ли это его жизнь лучше? Дающие люди, они попадают иногда на этот наркотик, и они хотят давать дальше и дальше, потому что в этом состоянии они такие властелины, доминаторы. Это полное отвлечение от всех проблем, это полное чувственное проживание себя как Богом. Платой за это является то, что человек делает несчастным огромное количество людей. Но что до этого человеку, который ощущает счастье? Он же этого, как правило, не видит. Он не видит, как дальше ухудшается жизнь человека, которому он дал деньги. Он живет фотографией своей памяти, когда он видел, что в момент, когда он передавал деньги, люди плакали, люди благодарили, а он чувствовал себя как властелин мира. И это он помнит. Это эмоциональное проживание селится в человеке. Человек хочет его усиливать. Это наркотик. Так жизнь устроена. Очень интересно, что люди в основном живут в некой идеологических парадигмах, которые они где-то почерпнули, приняли, или когда-то они в них откликнулись, отрезонировали. И люди даже не знают о других системах. Например, система «я доминатор», «я помогаю кому-то», она приносит человеку вот это ощущение кайфа, счастья и так далее. Но дело в том, что кайф этот не очень-то и масштабный. Более того, когда он каждый раз примерно один и тот же по характеристикам, он, в общем-то, надоедает. Поэтому в этом смысле я не хотел бы, чтобы мои слова кем-то, кто вот сейчас смотрит нас, были оттрактованы, что вот какой он, этот благодетель, плохой. Нет, он не плохой, он очень хороший. Более того, создание благ само по себе – это очень по-человечески. Создание благ, доступных каждому. Когда есть человек, который делает благо другому человеку, это доминирующая позиция по отношению к этому человеку. Не очень хорошо, даже вредно. А когда есть человек, который переносит свою энергию, фокус на создание общественных благ, доступных каждому, это высшее человеческое откровение. Все, для чего мы живем на этом свете, чтобы увеличивать качество своей жизни. А все качество нашей жизни зависит от того, что мы сделаем своими руками. И Рыбаков фонд все делает для того, чтобы увеличить количество сторонников именно такого подхода. Игорь, самый важный вопрос. Может ли слабый стать сильным? Те люди, которые придумали такую игру, что есть сильные и слабые, их надо простить и выгнать. Нет слабых людей и нет сильных. Нет. Есть люди, которые могут быть любыми, такими, которыми себя назначат. Поэтому есть разные мировоззренческие установки. Моя близкая мне мировоззренческая установка, что, слушай, все люди сильные.
Просто некоторые забыли об этом. Некоторых лишили возможности ощущать свою силу из-за воспитания. И все, что нам нужно, как людям, восстановить возможность людям чувствовать себя сильными. И они своими руками все могут сделать. Как вспомнить что-то сильное? Восстановить активную, сильную позицию проживания можно только одним способом, оказавшись среди небезразличных к тебе людей. Мировоззренческая позиция людей, которые тебя окружают, в общем-то, определяет всего тебя. Находясь рядом с людьми, у которых есть выгодная для тебя мировоззренческая позиция, вот эта выгодная мировоззренческая позиция в тебя проникает, как диффузия, как смешивающаяся жидкость. Удивительно. Вот это и есть магия и волшебство высшего человеческого откровения. Кто знает об этом, кто поставил это себе на службу, у того жизнь идет на лад.